доброго денечка. У меня сегодня выходной, и я собираюсь чистить ковры. 100 лет этого не делала, с советских времен, поскольку ковров... Ну, ковры я не очень люблю, но в этом случае, поскольку у меня линолеум такой старенький и холодные полы, приходится сейчас стелить ковры. И, конечно же, сейчас у меня котята, они грязь раскидывают повсюду. И вот снежок выпал, как раз есть возможность их почистить. Что у меня есть для чистки? Значит, у меня есть отбивалка. Ой, слушайте, так прикольно. Оп, так красиво. Есть щетка. Есть у меня подставка для телефона. Сейчас буду снимать на камеру, как я чищу ковры. Отбиваю, чищу. In the morning when I wake and the sun is coming through, oh, you fill my lungs with sweetness and you fill my head with you. Shall I write it in a letter? Shall I try to get it down? Ну вот, значит, отбил я палас основной большой. Смотрите. Вот это первая партия чистки. Вот так выглядит он. Вторая партия чистки. Третья партия чистки уже почище. Четвертая еще чище. И вот здесь я с другой стороны его поотбивала тоже. Смотрите, как сильно он загрязнился, сколько пылища в нем. Вот за это я не люблю ковры, конечно. Но со временем буду делать теплые полы, когда стелить линолеум, и у меня уже не будет ковров, когда утеплюсь. Ну а пока так, что делать? Сейчас буду выбивать маленькие ковры. Вон у нас какое небо сейчас красивое. Та-да-да-там. Вот у меня остались еще здесь такие вот зелененькие коврики. Сейчас их тоже подбиваю немножко и буду чистить щеткой от снега. Shall I write it in a letter? Shall I try to get it down? Oh, you fill my head with pieces of a song I can't get out. Can I be close to you? Ooh. Смотрите, какой снежок пошел. О, крупными хлопьями такими. О, как красиво. Вот на фоне дома видно, насколько крупные хлопья. О. Ой, красота. Ой, какой, какой снегопад. Ай-яй. Ой, как красиво. Так, сейчас забросают все мои эти ковры чищенные. Буду собираться. Такого снегопада давно не помнят здешние места. А снег не знал и падал, а снег не знал и падал. Земля была прекрасна и чиста. Вот еще хочу показать, у меня на двери висит икона Архангела Михаила. Где-то в одном из своих видео я рассказывала про то, как я нашла эту икону и почему я ее решила выбрать для охранения дома. Но вот эту вот вторую мне подарила мама. Здесь Иисус изображен и очень красивое благословление дома написано. Вот, про Архангела Михаила я уже где-то упоминала, либо в своих комментариях, либо в каком-то видео. Я не знаю, кто смотрел или не смотрел. Но, в общем, я вкратце расскажу, пока, значит, чищу снег. В общем, дело было так, когда я купила дом, мне порекомендовали выбрать какого-нибудь святого, который будет охранять мой дом. И я задумалась над тем, вообще большая ведь иерархия вот этих святых в православной церкви.
я задумалась вообще, какого святого выбрать. В городе, где я жила, стоял храм, и однажды я пошла туда поставить свечи, и там в церковной лавке продавались маленькие иконки. И я попросила вот эту коробочку с иконками у продавца, чтобы повыбирать, посмотреть, какие вообще, в принципе, святые есть в православной церкви. Я много перебрала икон, но там была одна единственная иконка Архангела Михаила, которая зацепила мой глаз. И я поняла, что вот это, кажется, оно, то, что мне нужно. Чуть позже в этом доме я нашла икону Архангела Михаила, ну, такой буклетик небольшой, и поняла, что это не случайное совпадение, что действительно Архангел Михаил вызвался охранять мой дом. Ну, хорошо, что так, и я как-то с этим согласилась. Еще раз повторюсь, я человек нерелигиозный и выбрала этого Архангела Михаила в охраннике своего дома чисто интуитивно, без соблюдения каких-либо религиозных обрядов. Такая тишина сейчас стоит, и падает такой легкий снежок. Такой вот красота. Почистила я дорожку до бани. Вот. Сейчас хочу пройти до калины, посмотреть, что там с калиной. Мне мама говорила, что ее в морозы надо собирать. Сейчас у нас, кстати, -3 всего лишь. Днем обещают вообще 0. И, может быть, даже пособираю калины. Хочу посмотреть, что там с ней. Вот здесь я возле дров расчистила, чтобы дрова собирать для бани. А здесь я ничего не чистила. Здесь вот склон такой, надо аккуратно идти. Мне кажется, калину уже склевали птицы уже давным-давно, да. Ну вот сколько я осенью успела собрать, заготовить, столько успела. Короче, от калины мало что осталось. И на будущий год я ее буду собирать осенью, а не зимой. Потому что птицы ее всю выклевали. Ну и вот, смотрите, мои елочки вон там стоят. Хворост еще не весь завалило снегом, кстати, его можно пособирать. Сейчас буду топить баню, еще немножко хвороста потаскаю, попилю. Слушайте, такая тишина стоит. И падает легкий снежок. Я не знаю, как-то вот сразу в голове так тихо-тихо. Нет ли счастья, а? Мне так нравится мой сад. Даже в том состоянии заросшем, как он есть. Но он просто прекрасен. Иного я не могла выбрать. Вылизанного какого-то дачного участка я не могла выбрать. Вы знаете, вот смотрела много разных домов, разных участков. И были хорошие участки, там ухоженные, огород, сад и все. Но я почему-то не могла их выбрать, потому что там, знаете, чужая рука, понимаете? И мне же все равно по-своему всегда хочется. Вот. И я даже рада, что сад есть у меня вот в таком состоянии, в котором он есть. Уже даже в таком заросшем состоянии это огромное пространство для творчества. Вот. И здесь давно не было руки человека, да, который ухаживает, вылизывает все. Я здесь делаю все так, как я захочу. Так обустрою, как будет моей душе угодно. Поэтому этот сад
даже в таком состоянии мне уже по душе и нравится. И именно поэтому я такой участок и выбрала. С вот этими заросшими деревьями, за которыми мне ухаживать приятно будет. Вот. И не нужно ничего переделывать, а сделаю все так, как мне хочется. Вот снежок какой падает. Боже, какая же красота. Какая красота. Смотрите. Вау. Слушайте, смотрю я на всю вот эту красоту. И на душе такое спокойствие, такая тишина. Просто невероятно. Не знаю, как передать. Не знаю. Так, ну что, на улице -3. Снега полно, и решила испытать велосипед в деле, скажем так, в зиме. Сейчас не так морозно, ветра нету, тепло практически, можно сказать, на улице. И сейчас я попробую наши дороги прочищенные. Посмотрю, насколько хорошо по ним будет ехать велосипед. Вот взяла уже с собой мешок с мусором, заодно выкину и съезжу в магазин. Ну вот, в общем-то, я еду. Все нормально. Единственное, что тормозить резко нельзя. Колесо заднее ведет юзом. И в горку подниматься проблематично, потому что колеса пробуксовывают. А так все нормально, можно катиться. Я даже рада, что зимой можно кататься. Ну вот я и дома, доехала на своем друге. Правда, единственное, что с горки я шла пешком. И в горку тоже шла пешком, потому что очень крутой спуск и подъем, и можно упасть. Либо буксует колесо, либо просто скользит. Ездила я, значит, на велике в своих любимых трекинговых ботинках. У них очень хорошее сцепление со снегом, они не промокают. То есть, ну, в них очень удобно кататься на велосипеде зимой. Так что вот. Какие-то моменты я буду даже на велике, наверное, ездить. Ну, вот сегодня, кстати, снег у нас не чистили, потому что воскресенье, видимо, выходной у рабочих. И у нас немножко тут намело. Всем доброе утро. У нас сегодня оттепель. Вот, смотрите, с крыши капает. На улице +1. Дорожки, которые я вчера чистила от снега, все замело, даже не видно, что были дорожки. У меня, значит, снаружи дома выходит труба, вот она. И она закопана под землю, идет до бани. Так вот, когда минусовые морозы, она замерзает вот здесь. Ее, скорее всего, нужно будет утеплять. И получается, когда минус, мне приходится в баню воду носить в ведрах. Благо, водоснабжение здесь сделано с умом, скажем так. Водопроводная труба закопана на глубину 1,5 метра. И вода в доме есть всегда, вне зависимости от того, мороз или чего там на улице. Но вот вывод воды из дома, он вот такой вот, то есть недоработанный немножко. Поэтому мне нужно будет эту трубу утеплять.